Всем привет, с вами Алекс Моторный. Это Харьков, город, который готовится встретить Новый год, несмотря на все трудности. Я продолжаю серию видео, в которых я показываю, как украшен город, какие локации, особенно праздничные, и заодно рассказываю о последних событиях, новостях, которые происходят в нашем городе. Праздничная атмосфера заполняет Харьков. Появляются иллюминация, праздничные установки и декор на улицах и в метро. Основные локации с иллюминацией находятся возле станции метро «Университет», сад Шевченко, территория возле оперного театра, зеркальная струя у здания горсовета, на Университетской горке и на Клочковском спуске и в других районах города. Украшение городских пространств идет постепенно, но я даже уверен, что к католическому Рождеству 25 декабря все будет готово. Многие инсталляции используются повторно из прошлых лет. А это современные реалии жизни в Харькове. Громадяни, повітряна тривога та спокою. При необхідності допоможіть дітям та людям похилого віку. Задля вашої безпеки чітко виконуйте інструкції. Ну и пока вы будете наблюдать за всей этой красотой, я ознакомлю вас с кое-какой информацией и новостями нашего города. Сейчас в Харькове, как и по всей Украине, применяют плановые отключения света. Бывают и аварийные. Но отоплением и водоснабжением город обеспечивают. А вот в Змеевской громаде отказываются от праздничной иллюминации. Об этом сообщили в Змеевском горсовете. Причина – чрезвычайная ситуация в энергетической системе Украины. Местные власти рекомендуют субъектам хозяйствования ограничить или временно выключить наружное освещение фасадов, витрин и рекламных конструкций в темное время суток. Не использовать декоративное и праздничное освещение, по возможности уменьшить уровень освещения в торговых залах в непиковые часы. Обеспечить работу электрооборудования в энергосберегающих режимах. Кстати, в Харькове официально зарегистрировано 210 тысяч временно перемещенных лиц. Только в ноябре в город прибыли более 1600 переселенцев, преимущественно из Купянского, Боровского направлений и Донецкой области. Среди них 92 тысячи трудоспособного возраста, 9600 нуждаются в трудоустройстве. В Харькове обучаются 14,5 тысяч детей временно перемещенных лиц, из них более 7 тысяч офлайн. В 2025 году вторичный рынок жилья в Харькове, несмотря на обстрелы, показал устойчивый рост цен. Средняя стоимость однокомнатных квартир выросла на 10%, двухкомнатных на 13%, трехкомнатных на 19% за год,
Наибольший рост пришелся на более просторные квартиры, что указывает на спрос со стороны семей и ВПО, которые закрепляются в городе надолго. Покупатели чаще выбирают квартиры в жилом состоянии из-за дорогого ремонта и дефицита мастеров. В целом рынок активен, цены растут, интерес к покупке сохраняется, а приоритет смещается в сторону 2-3-комнатного жилья. Друзья, а знали ли вы, что жители Харькова набрали 15 миллионов литров очищенной питьевой воды в бесплатных бюветах с начала запуска этого проекта? Первую партию бюветов, 29 объектов, начали устанавливать весной этого года. Сначала в каждом районе работало по 3-5 бюветов, однако такого количества оказалось недостаточно, и в городской совет начали поступать обращения о расширении сети. Во время последних массированных атак на систему водоснабжения сеть бюветов работала на полную мощность. Учитывая это, было принято решение постепенно расширять ее до оптимального уровня, чтобы обеспечить доступ к питьевой воде как можно большему количеству жителей города. На сегодняшний день в Харькове уже работают 63 автономных бювета, еще 9 находятся в процессе монтажа. А вот сколько стоит приготовить кутью в Харькове? По сравнению с прошлым годом, приготовление рождественской кутьи в Харькове обойдется дороже на 10-20%. По данным Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского городского совета, стоимость наборов для кутьи в магазинах составляет в среднем от 40 до 290 гривен, в зависимости от производителя, веса и состава продукта. В состав наборов традиционно входит крупа пшеничная, рис или булгур, мак, мед и сухофрукты. При покупке компонентов для кутьи отдельно основные ингредиенты будут стоить: крупа пшеничная от 25 гривен за 400 грамм, рис длиннозерный от 55 гривен за килограмм, булгур от 50 гривен за килограмм, мед от 80 гривен за 250 грамм, мак от 26 гривен за 125 грамм, ядра грецких орехов от 350 гривен за килограмм, изюм от 150 гривен за килограмм. На разных трассах вокруг Харькова начали строить антидроновые коридоры. Работа продолжается на нескольких отрезках. Соответствующее видео опубликовала военная корреспондентка Юлия Кириенко в своем телеграм-канале. По информации сайта Харьков Today, антидроновые сетки натягивают подрядные организации и инженерные подразделения сил обороны одновременно на нескольких трассах, ведущих в город. Вдоль дорог закапывают столбы, после чего на них вроде бы сверху набрасывают сетки. Впоследствии их закрепляют. Коридоры из антидроновых сеток должны физически препятствовать атакам вражеских дронов на технику и людей. В службе восстановления не комментируют эти работы. На прошлой неделе антидроновыми сетками затягивали город Изюм. После реконструкции в 2022 году участка дороги Навеснина, участок Сковороды-Чернышевская, реконструкторы забыли организовать освещение. Теперь это самый темный участок дороги в центре. Ну и как без переименований? Новости об этом уже стали традицией информационных выпусков на нашем канале. Так вот, активисты требуют зарисовать советские картинки на потолке вокзала Харьков-Пассажирский. Речь идет о расписанной стеле с красным флагом и надписью «За советскую родину», встречающей пассажиров в конце 2025 года. Активисты сообщили, что уже обратились в Укрзалізницю
с требованием немедленно закрасить этот элемент, назвав его неприемлемым в публичном пространстве города. Кроме того, активисты инициируют демонтаж ряда памятников и памятных знаков в Харькове и Харьковской области. Перечень объектов опубликовал телеграм-канал «Деколонизация Украина». Например, в Харькове предлагают демонтировать 11 объектов. Памятник воину-освободителю возле станции метро 23 августа, памятный знак воинам-освободителям Харькова, улица Харьковских дивизий, памятник Владимиру Высоцкому, серпы и молоты на фасаде Харьковского горсовета, памятник дружбе украинского и российского народов, мурал с изображением Юрия Гагарина, памятник Михаилу Шумилову, бюст Юрия Гагарина, бюст Жуковского, барельеф Бакулина, звезда на доме со шпилем. В Харьковской области под демонтаж могут попасть 7 объектов. Памятник Сергею Щучке в Берестине, бюст Захару Слюсаренко в Змееве, бюст Захару Слюсаренко в Мерефе, памятник советским солдатам в Лозовой, памятник борцам за власть Советов в Люботине, танк Т-34 в Берестине и танк Т-34 в Богодухове. Еще такая вот интересная информация. Харьков получил 3 трехсекционных трамвая К3РНТ из города Плзень, Чехия, называемые «Кобрами». Эти желтые трамваи почти 20 лет отслужили в Чехии. Теперь они были сняты с эксплуатации. Такие вагоны есть в Киеве и Кривом Роге. Они состоят из 2 кузовов вагонов Татра Т-3 и новой средней низкопольной секции. Вагоны производились в 2006-2007 годах из старых кузовов трамваев. Доставка этих трамваев в Харьков непростая. Для транспортировки в Украину изготовили специальный трал. За последние недели серьезно пополнили парк городского электротранспорта Харькова. Это стало возможным благодаря договоренностям с европейскими партнерами. В рамках сотрудничества Харьков получил 6 трамваев от города Брно, многосекционные трамваи из Плзеня, 4 больших троллейбуса из чешских Будьевиц. Часть их техники уже ездит по городу и каждый день перевозит харьковчан. Новая партия – это еще один шаг к восстановлению электротранспорта после потерь, которые нанесли российские обстрелы. Изменения почувствуют и пассажиры. Секционные трамваи более вместительны, у них больше пространства, более комфортный салон и лучшая доступность, в частности для маломобильных людей, людей с инвалидностью и родителей с колясками. Впереди адаптация и подготовка этой техники к работе на наших маршрутах. И возвращаясь к праздничному новогоднему Харькову, хочется добавить, что на станциях метро Университет, Вокзальная, Исторический музей и других уже также закончены работы по установке иллюминации и декора, и даже проводятся праздничные концерты. Happy New Year.
Почта Святого Николая работает в эти дни на станции метро «Исторический музей». Эта традиция сотрудничества Центрального парка и метрополитена сложилась в последние годы. До войны дети оставляли свои письма зимнему волшебнику на главной площади Центрального парка. Теперь этой локацией стала Харьковская подземка. Почтовый ящик будет работать как минимум до Крещения, а затем все послания коммунальщики бережно соберут и передадут в резиденцию Святого Николая. В сквере «Стрелка» тоже закончили праздничную инсталляцию. Коммунальщики делали все собственными руками с минимумом затрат, но максимумом желания подарить харьковчанам немного рождественской сказки. Вот такой он, Харьков, под новогодними огнями. Город, который живет, строится, сопротивляется и готовится встретить Новый год по-своему. С теплом и надеждой. С вами был Алекс Моторный. До встречи в новых выпусках.